Сегодня электромобили продолжают набирать популярность. В аналитической компании Bloomberg New Energy Finance прогнозируют, что к 2030 году 31% продаж новых автомобилей и 20% мирового автопарка будут электрическими. И это весьма вероятно. Общий объем продаж электромобилей за первые 3 квартала 2021 года составил около 4,72 миллиона экземпляров. Таким образом, еще до конца года общая доля электромобилей на автомобильном рынке превысила 6%. С большим отрывом в этом сегменте сегодня лидирует Tesla Model 3. Позиционируются электромобили как самый экологичный вид транспорта на сегодняшний день. Но так ли на самом деле экологичны эти зеленые автомобили? Давайте разбираться. Все началось еще в июле 2006 года, когда компания Tesla показала Roadster, свою первую модель электромобиля. Двуместная спортивная машина с приятным дизайном и всем необходимым для комфортной езды изменила представление публики о машинах на электротяге. Одной зарядки хватало на 300 километров, а электромотор размером с дыню разгонял Roadster до 100 км в час меньше, чем за 4 секунды. Ни один электромобиль за всю историю не совершал ничего подобного. Да и среди бензиновых авто мало кто мог повторить такое. Это была настоящая молния. Но в истории транспорта уже был период, когда электромобили на равных конкурировали с машинами, оснащенными двигателем внутреннего сгорания. И даже выигрывали в этой борьбе. Примерно со второй половины XIX века электромобили активно развивались. Производились легковые и грузовые экипажи, локомотивы и даже самокаты. В России получили распространение пассажирские омнибусы. В Вашингтоне с 1897 года работали такси на электротяге. В целом, на начало XX века электромобили удовлетворяли транспортные запросы. Простые по конструкции, тихие, бездымные и довольно быстрые, они выглядели гораздо привлекательнее бензиновых машин, которые тогда еще страдали от множества детских болезней. Моторы и коробки передач были сложны в обслуживании и ремонте, а их производство трудоемким. Кроме того, автомобили с двигателями внутреннего сгорания были очень шумными и ненадежными, а по своим ходовым характеристикам часто проигрывали электромобилям. К сожалению, не все так гладко, как кажется на первый взгляд. Электромобили имеют свои специфические особенности как в производстве, так и в эксплуатации. Эти нюансы и влияние на отрасль крупных нефтедобывающих корпораций заставило обратить более пристальное внимание на электромобили. Первая и важнейшая проблема для электромобиля — это инфраструктура. Все той же Tesla для полного заряда батареи от обычной бытовой розетки на 220 вольт требуется около 15 часов. Специальная зарядная станция делает это за 60 минут. Пространство, необходимое для зарядки одного легкового автомобиля, составляет примерно 20 квадратных метров. Площадка размерами 4 на 5 метров, где помимо машины находится еще и колонка зарядной станции. Время, за которое мощная зарядная станция сможет подзарядить аккумуляторы хотя бы наполовину, 30 минут. Средний запас хода современного электромобиля около 200-250 километров. Это усредненное значение. Из расчета, что 200 километров в реальной дорожной обстановке может преодолеть практически любой электромобиль. А теперь возьмем какую-нибудь не самую загруженную российскую автомобильную дорогу, например, трассу М11 Нева. Ее общая протяженность составляет 669 километров, а за сутки по ней проезжает примерно 70 тысяч автомобилей. Представим, что все эти машины на электрической тяге. Первый вывод очевиден. Каждому электромобилю необходимо минимум 4 подзарядки, не менее 30 минут каждая, чтобы преодолеть этот маршрут. За сутки одна зарядная станция может обслужить 48 автомобилей. Чтобы никому не пришлось стоять в очереди еще минимум 30 минут, потребуется 1458 зарядных станций. Они займут площадь в 29 160 квадратных метров, и это без учета съездов, подъездов и выездов. В больших странах такие пространства найдутся, но в малых дефицит свободного места и есть уже сейчас. Конечно, 30 квадратных километров не так уж и много, но напоминаю, что в примере рассматривалась не самая загруженная трасса. Возьмите трассу побольше, добавьте низкие температуры и сложные дорожные условия – дождь, туман. И вот постоянно включенные дворники, фары и отопление заставят тратить по полчаса на подзарядку аккумуляторов уже значительно чаще. Но
даже в идеальных условиях поездка по М11 на электромобиле выйдет минимум на 2 часа дольше, чем на машине с двигателем внутреннего сгорания. Довольно сомнительные достижения, не правда ли? Во сколько государству, а в конечном счете налогоплательщикам, обойдется возведение абсолютно новой дорожной инфраструктуры, предположить трудно. И как это повлияет на цену электричества, тоже. А без развитой сети зарядных станций использование электромобиля бессмысленно. И еще немного информации про инфраструктуру. Единого стандарта для зарядного разъема у электромобилей до сих пор нет. А значит, приехав на зарядку, можно обнаружить, что ее вилка не подходит к вашей розетке. В октябре 2018 года европейские производители электромобилей объявили, что будут снимать авто с гарантии за зарядку не на официальных станциях. Информация о зарядке фиксируется бортовым компьютером и отправляется через интернет производителю. Скорее всего, тенденцию поддержат и остальные производители, ведь от этого зависит сохранность самого дорогого элемента – аккумулятора. Вторая проблема – это аккумуляторы и дефицит сырья для их производства. Аккумуляторы – важнейший элемент электромобиля. Они формируют основную часть его стоимости и обеспечивают автономность передвижения. Раньше использовались свинцово-кислотные элементы питания, относительно недорогие и надежные. Они не обладали достаточной емкостью, что ограничивало дальность поездки и динамические характеристики машины. Обращают также внимание на трудность оценок выброса СО2 при изготовлении аккумуляторов. Анника Регет из исследовательского центра предприятий энергетики все-таки признает, что в производстве электромобиль уступает обычному. Но КПД электромотора значительно выше, а потому, говорит она, электромобиль расходует меньше энергии на километр пути и оказывается более экологичным, чем бензиновый уже через 50 тысяч километров. В современных автомобилях, как и во многих мобильных телефонах, используются литий-ионные аккумуляторы. Они имеют хорошую емкость, способны выдавать высокое напряжение, выдерживают около 1000 циклов разряд-заряд. Тем не менее, недостатки есть и у них. При низких температурах емкость аккумулятора существенно снижается, а на жаре он работает нестабильно. Кроме того, при разгерметизации есть риски взрыва таких элементов питания. Современный электромобиль несет на себе около 500 кг литий-ионных элементов питания, установленных, как правило, в днище. От дорожного покрытия их отделяет пара десятков сантиметров, а от ног пассажиров и того меньше. Водителю следует быть особо внимательным, чтобы случайный сюрприз на дороге не повлек существенных затрат на ремонт или лечение. В марте 2018 года Tesla Model S врезалась в отбойник на одном из калифорнийских хайвеев. От удара батареи разгерметизировались и взорвались. Машина получила разрушительные повреждения, а водитель скончался по пути в больницу. Безусловно, также, что при резком увеличении производства электромобилей определенный дефицит лития вполне возможен. Однако литий довольно распространенный металл, и его общие мировые запасы оцениваются в 80 миллионов тонн. Сложнее дела обстоят с кобальтом. Для производства этого электромобиля требуется от 15 до 30 кг кобальта. Зависит от модели и типа используемого аккумулятора. А его мировые запасы оцениваются гораздо скромнее – всего в 25,5 миллионов тонн. Этот металл стремительно дорожает, а его нехватку промышленность может ощутить уже в самое ближайшее время. Для передвижения электромобилю нужны заряженные аккумуляторы, а для их зарядки нужна условно электростанция. Ну или достаточно мощный источник электроэнергии. Увеличение числа электромобилей приведет к росту энергопотребления. Сейчас более 35% мировой электроэнергии производится угольными электростанциями. На атомные электростанции приходится около 10%, нефтяные и газовые дают еще 25%. На экологически чистые источники энергии, солнечные, ветровые и геотермальные, приходится остальные 30%, что не так уж и мало. Однако зеленые технологии сами по себе довольно затратные, и их невозможно применять повсеместно. Кроме того, их экологичность довольно относительна. Те же ветрогенераторы и даже солнечные электростанции не так уж и безопасны для природы.
В Сингапуре уже были прецеденты, доказывающие, что электрокары не так экологичны, как утверждают их производители. В 2016 году комиссия по наземному транспорту страны, испытав машину Tesla Model S, пришла к выводу, что заявленный производителем показатель вредных выбросов не соответствует действительности. Хотя электрокар сам по себе не загрязняет атмосферу, LTA подсчитала количество углекислого газа, выработанного в процессе получения энергии, необходимой для зарядки его аккумулятора. В итоге расход энергии у Tesla по сингапурскому тестовому циклу значительно разошелся с данными производителя. И хозяин электрокара был оштрафован на $10 тысяч, а сам электромобиль отнесли к категории вредных для экологии транспортных средств. Мировой лидер по переходу на электромобили — Норвегия. По данным Inside EVs, в 2018 году 31% всех проданных автомобилей в стране пришелся на электрокары. И вот как раз Норвегия может похвастаться их экологичностью по двум причинам. Первое. На территории Норвегии нет автомобильного производства. Вторая. 99% энергии вырабатывается на гидроэлектростанциях, которые не выбрасывают в атмосферу углекислый газ при производстве. Однако в большинстве стран Европы ископаемые источники получения энергии пока преобладают над возобновляемыми. Например, в Великобритании, Италии, Ирландии, Эстонии доля ископаемых источников энергии варьируется от 40 до 85%. Большой потенциал для экологичного перехода на электрокары имеют Канада, Новая Зеландия, Бразилия, где так же, как и в Норвегии, большая часть электроэнергии вырабатывается на гидроэлектростанциях. Но даже если планета будет обеспечена необходимым количеством чистого электричества, остается проблема с аккумуляторами. Объективно, производство и эксплуатация аккумуляторов вредит экологии не так уж и сильно. Конечно, в тех же литий-ионных батареях используются токсичные материалы – бористый литий, кобальт, никель, однако готовый аккумулятор представляет собой герметичный контейнер и угрозы для окружающей среды не несет. Проблемой аккумулятор становится, завершив свой жизненный цикл. Ядовитые вещества внутри него могут отравить почву и грунтовые воды, если герметичность корпуса нарушится. Технологии утилизации таких элементов питания развиты очень слабо, в то время как производство стремительно растет, удовлетворяя спрос. Все это может превратить целые регионы планеты в могильники, наподобие китайского города-свалки Гуюй. Отработавшие свою батареи будут просто топить в океане. Блок аккумуляторов современного электромобиля весит полтонны, а стоит примерно $15 тысяч. Он выдерживает 1000 циклов заряд-разряд, однако если не заряжать его на специальной станции, то срок службы может существенно сократиться. Таким образом, его будет необходимо менять каждые 4 года, а с учетом эксплуатации в неидеальных условиях, возможно, и чаще. И последнее. Пока цена утилизации не входит в стоимость новых батарей, а следовательно в стоимость электромобиля. Если это изменится, электромобиль окончательно потеряет привлекательность в глазах покупателя. А если этого не произойдет, нас ждет экологическая катастрофа. Нагревание — еще одна серьезная проблема электромобилей. Для регулирования тепла от литий-ионного аккумулятора автокаров используется охлаждающая жидкость. Принцип тот же, что и в обычных машинах. В старых модификациях автомобиля печка как у обычных машин. Тены греют антифриз, антифриз греет воздух, воздух греет меня. Время разогрева зимой 2-3 минуты, энергии расходуется много. Именно из-за печки пробег зимой сокращается на треть. В новых моделях установлены сухие фены, которые греют сразу воздух, но кардинально проблему расхода энергии это не решает. Да и сам антифриз остается не самой безвредной жидкостью, требующей специальной процедуры утилизации. Таким образом, переход на электромобили будет иметь экологический эффект только в случае изменения электрической выработки европейских стран в сторону использования безуглеродных источников энергии. Из плюсов это, конечно, то, что в электромобиле намного меньше узлов, чем у авто с двигателем внутреннего сгорания. И нет такого трения, поэтому выйти из строя может меньшее количество деталей. Однако производство и последующая утилизация аккумуляторов пока что оставляет желать лучшего. Было интересно? Тогда скорее жми на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем до встречи!